В безбрежных просторах Тамриэля есть истории, которые выходят за рамки обычных легенд. Истории о тех, чья жизнь была настолько насыщена, что их судьбы переплелись с величайшими событиями эпох. Сегодня мы погрузимся в одну из таких историй. Историю королевы Барензии, темной эльфийки, чье имя стало синонимом интриги, силы и страсти. Родилась Берензия в 893 году второй эры в столице Моровинда, величественном Морнхолде. Она была принцессой, дочерью правящей династии дома Хлаалу, и ее юность должна была быть наполнена роскошью и безопасностью. Однако судьба распорядилась иначе. Вскоре после ее рождения на Тамриэль обрушилась сила, которая навсегда изменила лицо континента. Империя Тайбера Септима. Родители Барензии, подобно многим другим правителям Моровинда, поначалу отказывались подчиниться. Они верили в силу своей магии и древние традиции, но легиона Тайбера Септима были неудержимы. Морнхолд пал. Город, некогда сиявший жемчужинами, был разрушен, а королевская семья уничтожена. Среди руин чудом была найдена маленькая Барензия. Ее спасение – акт милосердия Тайбера Септима. Возможно, прозорливость или политический расчет. Таким образом, принцесса Данмеров оказалась в совершенно чужом для нее мире, под опекой графа Свена из Даркмура, в далеком заснеженном Скайриме. Там, вдали от родного Моровинда, ей предстояло вырасти, впитывая имперскую культуру и ценности, что, казалось бы, должны были стереть из нее все данмерское. Но, несмотря на образцовое воспитание, бунтарский дух Барензии не угас. Официальная биография гласит, что в 16 лет ее обманул конюх по имени Строу, который сбежал с ней в Рифтон. Однако, настоящая Барензия рисует иную картину. Юная принцесса сама была не прочь испытать острых ощущений, и ее тяга к приключениям в итоге привела ее в ряды гильдии воров Рифтона. Именно в Рифтоне, среди теней и обмана, Барензия впервые столкнулась с реальностью, куда более жестокой, чем дворцовые интриги. Она научилась выживать, полагаясь только на себя, и даже по некоторым данным использовала свои чары и красоту для достижения определенных целей. Примерно в то же время ее путь пересекся с Симмахом, генералом империи, который должен был вернуть ее в имперский город. Симмах, сам будучи данмером, понимал Барензию лучше, чем кто-либо другой. Между ними зародились сложные отношения, которые позднее перерастут в нечто большее. Симмах убедил Барензию отправиться в имперский город, где ей предстояло пройти обучение и подготовиться к возвращению в Моровинд в качестве королевы-вассала. В имперском городе же ее ждал сам Тайбер Септим. И здесь история становится еще более пикантной. Если официальная версия деликатно умалчивает о подробностях, то настоящая Барензия без прикрас описывает роман между юной Барензией и великим императором. Это была связь, полная страсти и опасности, которая, по слухам, даже привела к нежелательной беременности. Однако, опасаясь за свой имидж и трон, император принудил девушку прервать беременность, а саму Берензию заставил выйти замуж за Симмаха, который и увез молодую жену в Моровинд. После бурного романа и последовавших за ним потрясений, Барензия вернулась в Моровинд, чтобы занять трон Морнхолда. Она стала первой королевой Моровинда, подчиняющейся империи, а ее правление было ознаменовано попытками восстановить мир и процветание после разрушительных войн. Рядом с ней был ее верный муж Симмах. Хоть их брак и начался с принуждения, но все же перерос во взаимное уважение и привязанность, хоть и был несколько омрачен прошлыми тайнами Барензии. В 376 году Третьей эры у супругов рождается сын, которого назовут Хелсетом. А еще через 18 лет дочь Моргия. Именно в 390-х годах Третьей эры и начинаются одни из самых примечательных событий Третьей эры. На сцену выходит один из самых коварных злодеев Тамриэля – Джагар Тарн. Джагар Тарн под личиной барда по имени Соловей сблизился с Берензией. Ему удалось соблазнить ее.
Поддавшись его обаянию, королева неосознанно помогла ему заполучить доступ к посоху хаоса, могущественному артефакту, спрятанному в катакомбах старого Морнхолда. В результате своих легкомысленных действий Борензия потеряла титул королевы. А затем еще одно потрясение. В 396 году Третьей Эры, участвуя в Арнезианской войне, погибает муж Борензии, Симмах. Потеряв мужа, бывшая королева решает забрать своих детей и покинуть провинцию. А тем временем, заполучив посох хаоса, Джагар Тарн отворяет врата в Обливион и помещает туда настоящего императора. После чего, приняв его личину, начинает править империей сам. Начинается смутное время, так как бывший придворный маг не имел опыта в правлении и был просто-таки ужасным императором. Империя начинает приходить в упадок. Борензия понимает, что теперь под угрозой находится также и ее родной Моровинд. А потому в 399 году Третьей Эры она притворяется верной Тарну. Она втирается к нему в доверие и вызнает местонахождение 8 частей посоха хаоса, которые Джагар поместил в разные части Тамриэля, дабы никто не смог вернуть императора. Благодаря этим знаниям, будущий вечный чемпион собирает посох и побеждает Джагар Тарна, заодно возвращая из Обливиона настоящего императора. В этих событиях ее участие было критическим. Она помогла собрать части посоха хаоса, предоставила ценную информацию и использовала свой статус и связи. Это был период, когда Борензия проявила себя не просто как королева, но как истинный лидер и стратег, готовая рисковать всем ради справедливости и будущего Тамриэля. После свержения Джагара Тарна Борензия не вернулась на трон Морнхолда. Она отказывается от престола в пользу своего дяди. Ее сердце было разбито потерей Симмаха, и она искала нового начала. В итоге она вышла замуж за короля Эдвира из Вейреста, королевства в Хайроке. Этот брак был скорее политическим союзом, чем браком по любви. Но он принес Борензии стабильность и новую роль – королевы процветающего королевства. В итоге Вейрест стал для Борензии местом, где она могла применять свой богатый политический опыт и мудрость. Она была уважаемой правительницей, мудрой советчицей и умелым дипломатом. Однако, несмотря на внешнее благополучие, ее жизнь оставалась неспокойной. Тени прошлого, включая тайны ее молодости, и горечь потерь продолжали следовать за ней. Даже в глубокой старости Борензия продолжала быть активной фигурой в политической жизни Тамриэля. Она была свидетельницей многих ключевых событий, включая войну Красного Бриллианта, и даже, по некоторым данным, событиями, связанными с камнями Борензии в Скайриме, которые, возможно, являются последними отголосками ее некогда украденной короны. А через некоторое время немолодой муж королевы умирает, после чего Борензия перебирается домой в Моровинд вместе со своим сыном Хелсетом, который впоследствии станет полноправным правителем Моровинда. А это означало, что Борензии присваивался титул королевы-матери, который был скорее формальным, так как после стольких пережитых событий Борензия уже и сама не имела никакого желания участвовать в каких-либо политических интригах. На этом известная история Борензии подходит к концу. Жизнь королевы Борензии — это сага о выживании, адаптации и неукротимом духе. От принцессы разрушенного королевства до воровки, от любовницы императора до королевы двух держав. Ее путь был полон взлетов и падений, триумфов и трагедий. Она была фигурой, вызывающей как восхищение, так и споры. Ее история показывает, что даже в самых высоких кругах Тамриэля жизнь может быть полна неожиданностей, личных драм и моральных компромиссов. Ее история — это напоминание о том, что за каждым великим событием стоят личности, чьи судьбы переплетаются с историей мира, оставляя после себя след, который не стереть веками. Вот такая вот история, друзья мои. А что вы думаете о королеве Борензии? Какой эпизод из ее жизни вам запомнился больше всего? Пишите мне об этом в комментариях, я их все читаю, будет интересно. В общем-то, еще услышимся. Пока.